Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, вернее, я хочу показать вам видео, которое мне любезно предоставил мой коллега Харенко Андрей Николаевич, который живет и работает в Германии вот уже 25 лет. С 1 января 2021 года в Германии начали делать кастрацию поросят под общим наркозом. Казалось бы, что нового можно придумать в кастрации? Все старо как мир. Но посмотрите, до каких высот в решении этого вопроса дошли немцы. Не буду долго комментировать. Лучше сначала посмотрите видео, впечатлитесь, а потом я прокомментирую некоторые моменты. Итак, смотрим.
Теперь несколько комментариев к тому, что вы увидели. Андрей Николаевич, мой коллега из Германии, лично принимал активное участие в испытании данного аппарата. Вместе со своими коллегами он проводил испытания этого устройства на протяжении всего 2020 года. Испытания они начали в январе 2020, все прошло успешно, и вот теперь этот аппарат с 1 января 2021 года рекомендован для повсеместного использования по всей Германии. Аппарат рассчитан на 4 поросенка. Как только поросенок фиксируется в аппарате, то сразу включается датчик и подается газ изофлуран, который является анестетиком. Для наркоза требуется где-то до 60 секунд. После кастрации и извлечения поросенка из аппарата рана обрабатывается антисептическим аэрозолем, поросенок помещается в корзину. Для каждого помета своя корзина. Поросята помещаются под инфракрасную лампу, а внизу корзины лежит еще и электроковрик, температура которого около 40 градусов. Температура лампы где-то 38 градусов. В таких условиях поросенок отходит от наркоза очень быстро, и уже в течение 2 минут он уже на подсосе. Да, еще чуть не упустил, на видео это не видно, что за полчаса до кастрации поросенку внутримышечно вводится 0,2 кубика мелоксикама. Это нестероидный противовоспалительный препарат, который обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Такой аппарат, который вы видели на видео, стоит около 10 тысяч евро. Причем половину из этой суммы компенсирует государство, то есть фермер платит только 5000 евро. Но и это еще не все. Каждый год за каждого поросенка, кастрированного таким способом, государство будет доплачивать фермеру около 4 евро. Стоимость флакона с изофлораном около 70 евро. И его достаточно для кастрации около 200 поросят. Фермер должен использовать такой аппарат минимум 5 лет. Такой агрегат рекомендован к покупке фермерам, где содержится 200 и более свиноматок. Аппарат должен стоять в отдельной комнате под замком. Не разрешается его перемещать с хозяйства в хозяйство в целях соблюдения биобезопасности. За год от каждой свиноматки в среднем рождается 30 поросят, а в Германии, в местности, где работает Андрей Николаевич, этот показатель 33. Это значит, что на ферме, где содержится 200 свиноматок, рождается около 6000 поросят. И из них половина хрячки, то есть получается кастрируем 3000 поросят. В Германии, как впрочем и на всей территории ЕС, кастрацию поросят делают в возрасте от 1 до 7 дней. И это разрешается делать фермер самостоятельно после определенных занятий и сдачи экзаменов. Если же по каким-либо причинам кастрация не была сделана, то только ветеринарный врач может потом это сделать. Стоит это удовольствие недешево по нашим меркам. Если кастрируется до 10 поросят, то стоит это 7 евро за голову. А если больше 10 голов, то каждый поросенок обойдется фермеру в 10 евро. Делается это в специально оборудованной операционной или комнате. То есть вытащить орущего поросенка из-под свиноматки, положить его на изгородь станка и потом безо всякого наркоза сделать кастрацию, никому там даже и в голову не придет. За это в Германии предусмотрены очень серьезные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Зеленый, который занимается защитой животных, очень следят за этим, и видеокамеры тыкают практически везде. И, как говорит Андрей Николаевич, что не успеешь что-то не так сделать, как зеленые как будто бы из-под земли вырастают. Поэтому никто из фермеров не рискует и все делает правильно. Кастрацию при помощи данного аппарата рекомендуется делать поросятам в возрасте 3-5 дней. Кастрации поросят таким способом фермеры будут делать сами, предварительно 2 недели отучившись, а потом сдав экзамены. Причем сдача экзаменов проходит в 2 уровня. Сначала фермеры изучают теорию, а потом в присутствии ветеринарного врача, который консультирует данное хозяйство, должны провести кастрацию около 200 поросят. И лишь после положительного заключения ветеринарного врача приезжает комиссия из Федерального ветеринарного департамента, которая принимает теоретический и практический экзамен. И лишь после успешной сдачи теории и практики выдается лицензия на право кастрировать поросят. Сдают все. Далеко не с первого раза, но в конце концов экзамен сдают все. Можно и не сдавать, конечно. Но тогда фермер на кастрацию должен вызывать ветврача, который за 10 евро с удовольствием все это сделает. Вот так происходит кастрация поросят в Германии. Пишите ваши комментарии по данному вопросу, что вы думаете об этом. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!